Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами про дипломатический протокол. Разберемся, чем он отличается от дипломатического этикета, что представляет собой гостевой этикет, как грамотно организовать и провести дипломатические встречи, приемы, переговоры и как грамотно встретить и проводить иностранные делегации. Современные международные отношения имеют достаточно сложный каркас нормативного регулирования, однако зачастую регулирование взаимоотношений между государствами происходит на основе не международных документов, договоров, конвенций, соглашений, которые носят обязательную юридическую силу. Куда более часто диалог между странами проходит в рамках менее формализованных правил дипломатического протокола. Правила дипломатического протокола не имеют под собой обязательной юридической силы, однако принято, что все государства знают и выполняют их. Именно знание и выполнение государствами и официальными лицами страны норм и правил дипломатического протокола и дипломатического этикета создает благоприятные условия для многостороннего и двустороннего сотрудничества государств, позволяет в дальнейшем заключать международные договоры, соглашения, конвенции и вести продуктивный диалог. Дипломатическим протоколом называют некий свод правил, представляющих собой нормы поведения в контексте уважения государств друг к другу. Несоблюдение государствами этих правил может привести к изоляции страны, а в дальнейшем привести ее к экономическому и политическому кризису. Дипломатический протокол складывается веками, но развивается до сих пор. Именно поэтому нормы дипломатического протокола включают в себя черты разных эпох истории развития человечества и международных отношений в целом. Протокол регламентирует взаимоотношения не только между государствами, но и между крупными корпорациями и организациями. Визиты государственных и официальных лиц страны также организуются в рамках дипломатического протокола. Как только принято решение о государственном или официальном визите представителей той или иной страны, две или более дипломатические протокольные службы начинают детальное обсуждение предстоящего визита. Обсуждается все до мельчайших деталей, начиная от написания приглашения для гостей, заканчивая проводом иностранной делегации в аэропорт. Понятие дипломатического протокола стоит отдельным особняком. Для того, чтобы ввести в курс дела вновь прибывшего в страну дипломата, существует особая позиция – доайен дипломатического корпуса. Им является представитель дипломатического корпуса, который первый вручил свои верительные грамоты и имеет наибольший опыт в дипломатическом протоколе, знает самые мелкие детали и тонкости национального дипломатического протокола. Также стоит отметить, что не надо путать понятие дипломатического протокола с дипломатическим этикетом и церемониалом. Дипломатический протокол включает в себя эти два пункта. Дипломатический этикет представляет собой манеры поведения людей, манеры поведения дипломатов в рамках официальных встреч, приемов и визитов, а дипломатический церемониал и просто церемониал подразумевает собой установленный порядок проведения этих встреч, то есть процесс организации визитов дипломатов в страну. Прежде всего, дипломатический этикет – это свод норм и правил поведения человека в том или ином обществе. Он выражается в учтивости, хороших манерах, культуре речи, гостеприимстве и умении слушать своего собеседника. Согласитесь, что с таким человеком гораздо приятнее не только общаться, но и вести переговоры в будущем. Таким образом, этикет – это то, что необходимо знать, и то, чему необходимо следовать не только дипломатам на высшем и высоком уровне, но и каждому из нас. Этикет от французского означает ярлык, этикетка, то есть то, что подразумевает под собой внешний аспект, правила обхождения, принятые в тех или иных социальных кругах. Первоначально этикет был общим для всех сфер и для всех классов общества.
Он регламентировал как политические, экономические, так и культурные и общественные отношения. Со временем появился не только бытовой, но и политический этикет. Он стал регулировать внешнюю политику государств, то, как представители разных стран общались на международной арене. Таким образом, международный этикет являлся первым регулятором международных отношений. Возможно, что письменный политический этикет появился ранее других. Огромное значение межгосударственным делам придавали в Древнем Египте. Там переговоры международного уровня проходили с большим количеством торжественных мероприятий. Со временем появились послы как представители государств. В Древней Греции, например, послы имели специальные отличительные знаки в виде жезлов Гермеса. Наверху каждого жезла были специальные символы – узел и два крыла. Узлы символизировали расторопность и хитрость, а крылья – маневренность и подвижность. В Древнем Риме также большое значение придавали визитам послов и организации их торжественных встреч. В средние века правила дипломатического этикета были такими строгими, что их не имел права нарушить даже монарх. Вот исторически достоверный факт. Король Испании Филипп III однажды сидел в камине. Часть горевших дров из камина вывалилась на пол, однако специально обученного человека, который имел право вернуть дрова в камин, в комнате не оказалось. Никому из придворных король не разрешил закрыть заслонку. Самому же королю сделать это означало нарушить достоинство и правила этикета. В итоге пламя охватило одежду, и король Филипп III получил смертельные ожоги. Письменные правила на Руси были напечатаны еще в книге «Правила поведения» аж в 1204 году. Как вести себя своим детям, поведал князь Мономах в отдельном труде. В 1717 году по указу Петра I была издана книга «Юности честное зерцало». Также по указу царя она была переиздана 3 раза. В 20-х годах 20-го столетия в советской стране правила этикета стали отходить на второй план. Книга «Домострой», как книга мещанской морали, была отброшена. Критиковались правила хорошего тона и галантность мужчин по отношению к женщинам. Стали критиковаться дресс-коды, ношение галстуков, официальной одежды. Рукопожатия, как знак уважения при встрече двух господ, также отменялись. Понадобились десятилетия, чтобы вернуться к правилам хорошего тона. Этикет в обществе стал выполнять социально-культурную функцию, совмещал в себе особенности национальной культуры стран. Именно поэтому на сегодняшний день правила дипломатического этикета отражают особенности развития каждой эпохи человечества. Этикет, как уже было сказано ранее, слово французского происхождения, означающее манеру поведения человека в том или ином обществе. Несоблюдение правил этикета, особенно на международном уровне, может повлечь за собой негативные санкции для страны, нарушение ее положительного имиджа. Именно поэтому дипломатический этикет так важен и ценен. Кроме дипломатического этикета выделяют также воинский, придворный и общегражданский. Отличий между этими видами этикета на самом деле не так много, однако именно дипломаты в силу своего статуса и роли как представителей государств имеют особое значение и подчиняются самым строгим правилам дипломатического этикета. Именно от данных людей зависит имидж и будущее каждой страны. Международная практика знает множество случаев нарушения норм дипломатического этикета официальными представителями той или иной страны. Происходило это в большинстве своем из-за низкой осведомленности о особенностях национального этикета и национальной культуры. Так, например, Мишель Обаму раскритиковали после ее визита в Саудовскую Аравию. Настоящий дипломатический скандал вызвала встреча австралийского премьер-министра Пола Китинга в 1992 году с представителями королевской семьи, в рамках которой политик позволил себе слегка приобнять королеву Елизавету II. Есть, конечно, и протокольная практика каждого отдельного государства. Во избежание недопониманий и международных скандалов лучше вести себя в соответствии с правилами, принятыми на принимающей территории. Так, например, дружелюбные австралийцы не любят кичиться своим статусом. Вы никогда не удивите их своим высоким положением в обществе. Деловой этикет здесь также достаточно упрощен. Деловым стилем в одежде считается общепринятый во всем мире костюм.
Однако общий стиль в одежде гораздо проще. Принято обращаться друг к другу по имени без приставок и упоминания о каких-либо титулах. Атмосфера в стране также располагает к дружественному общению. Здесь не принято дарить деловые дорогие подарки. Будет приятно, если вы преподнесете небольшой сувенир своему партнеру в знак дружеских отношений. Мобильные и хваткие американцы очень любят энергичность, пунктуальность и четкость выполнения поставленных задач. При встрече здесь принято пожимать руку как у мужчин, так и у женщин. Американцы – большие фанаты комфорта и следуют своим принципам даже в рамках деловых встреч и переговоров. Несмотря на серьезный подход к любому делу, американцы не упускают возможности пошутить даже в рамках важных встреч. Для интеллигентного англичанина положение в обществе играет большую роль, поэтому при обращении к своему партнеру не просто обратитесь к нему на «вы», но и не забудьте прибавить его титул. Пунктуальность у англичан также имеет большое значение, однако не следует приходить заранее на важные мероприятия. Это может восприняться как знак неуважения к принимающей стране. Деловых партнеров принято приглашать в пабы, рестораны или на деловые ланчи. Кстати, деловой ланч считается самым популярным протокольным мероприятием в Англии. В переговорах англичане не особо уступчивы, однако обычно у них принято избегать острых углов. Переговоры они ведут деликатно, интеллигентно и достаточно гибко. Эмоциональные испанцы не только пожмут вам руку при встрече, но и обнимут, а возможно даже поцелуют в щеку, если вы являетесь желанным гостем или партнером. Эмоциональность испанцы выражают в том числе в рамках деловых переговоров. Они говорят много и обо всем. Именно поэтому не ожидайте, что переговоры с испанскими партнерами закончатся в строго установленные сроки. Испанцы не отличаются своей пунктуальностью. При планировании визита в Испанию учитывайте особый государственный график работы испанцев. Святое время в Испании считается сиеста. Она начинается с 13:30 до 16:30 часов. В это время не принято звонить испанцу и особенно приходить в гости. Именно поэтому рабочий день в Испании длится допоздна, и нормальным считается пригласить партнера на ужин около 23:00. Пунктуальные немцы заранее договариваются о всех встречах, визитах и приемах. Если возникло какое-то непредвиденное обстоятельство, немецкие партнеры также заранее сообщат вам об этом, но будут ждать такого же поведения по отношению к себе. Немцы достаточно консервативны. Это относится и к форме одежды, поведению, а также манерам. Немцы отличаются своей педантичностью, поэтому детально будут прописывать и изучать любой договор, учитывать в нем все индивидуальные условия, включая возможные штрафы и санкции. Будьте уверены, что немецкие партнеры будут четко отслеживать выполнение каждого пункта подписанного ими договора. При встрече немцы обращаются к партнеру на «вы» и по фамилии. Таким образом, знание дипломатического этикета очень важно, дабы избежать серьезных международных недопониманий. Дипломатические встречи, в рамках которых необходимо следовать правилам этикета, обычно проводятся представителями официальных властей и правящих кругов страны. Поводом для организации дипломатической встречи могут стать национальные события, праздники, подписание международных соглашений и договоров, события в общественной и культурной жизни страны. В практике дипломатических мероприятий наиболее распространены приемы, а также официальные и деловые визиты. Прием представляет собой собрание приглашенных лиц у какого-то конкретного лица или форму рабочей встречи, в рамках которых обсуждаются вопросы по тем или иным причинам, не имеющие возможности обсуждения на более высоком официальном уровне. Всякий дипломатический прием носит под собой политический характер и имеет политические цели, так как в рамках приемов присутствуют люди, представляющие зарубежные государства. Обычно приемы проводятся в ознаменовании каких-либо государственных событий. Цель проведения приема – установление долгосрочных контактов между представителями компании или официальными представителями стран. Таким образом, официальным называется прием, на который приглашены люди исключительно в силу их общественного и политического статуса в стране. Официальные приемы подразделяются на дневные и вечерние, а также на приемы с рассадкой в соответствии с дипломатическим протоколом и без рассадки, то есть стоя.
Любой официальный визит дипломата носит под собой политический характер, так как имеет определенные цели для внешней политики государства и подразумевает под собой контакт политических представителей стран. Вне зависимости от характера своего визита дипломаты информируют свое руководство о целях визита и его результатах. Дипломатические представители совершают визиты в различные внешнеполитические и политические структуры и ведомства той или иной страны. Во всех случаях официальных визитов дипломаты осуществляют цели в рамках внешней политики своей страны. Протокольная практика организации официального визита дипломата отличается в каждых странах. Есть страны, где о визитах дипломаты переговариваются непосредственно со структурой, куда они будут совершать визит, или даже с человеком, с которым будут вестись официальные переговоры. Однако общепринятая практика подразумевает организацию официальных визитов посредством общения дипломатической протокольной службы. Неотъемлемой частью всех визитов и приемов считаются представительские мероприятия. Обычно это завтраки, или, как больше принято называть, ланчи, и обеды. В разряд представительских мероприятий также могут входить конференции, презентации, круглые столы и семинары. Преимущество представительских мероприятий как инструмента связи с членами общества – это прямое общение с ними в комфортной для всех обстановке. Представительские мероприятия создают основу для благоприятного имиджа страны и положительного восприятия ее в зарубежных обществах. Именно такой вид встреч носит особенно торжественный характер. Ему должна соответствовать и обстановка, то есть интерьер помещения, где проводится то или иное представительское мероприятие. Обычно это официальная резиденция главы государства. Если говорить о завтраке или ланче как о представительском мероприятии, то он обычно проводится между 12 и 15 часами дня. В общепринятой практике принято проводить ланч с 12 до 13 часов. Меню ланча обычно составляется с учетом национальных традиций и может включать в себя 1-2 холодные закуски, горячее рыбное или мясное блюдо и десерт. Не исключается подача за ланчем одного первого блюда или горячей закуски. Перед завтраком гостям можно предложить соки. Минеральная вода и соки подаются в течение всего мероприятия. Завтрак обычно продолжается час-полтора, из которых час гости проводят за едой и 30 минут за кофе и чаем за непринужденной беседой. Кофе и чай могут быть поданы за тем же столом или в гостиной. На завтрак или ланч гости обычно приходят в повседневной одежде, если в официальном приглашении не прописана четкая форма дресс-кода. В дипломатическом протоколе завтрак или ланч – одно из наиболее распространенных видов представительских мероприятий. Обычно завтраки проводятся в честь приезда и отъезда гостей, послов, представителей Министерств иностранных дел других стран или в праздновании годовщины того или иного договора. Несмотря на это, в международной протокольной практике принято считать дневные приемы менее торжественными, чем вечерние. Обед считается наиболее почетным видом приема. Начинается он обычно в 20 или 20:30, но не позднее 9 часов вечера. По протокольной практике обед может начинаться и в более ранние часы. Меню обеда, так же как и меню ланча, составляется в соответствии с национальными особенностями и может включать в себя 2-3 холодные закуски, первое горячее мясное блюдо и десерт. Подача напитков происходит в том же порядке, что и на завтраке. Обед обычно длится 2-3 часа, а порой даже и дольше. После часа приема пищи гости обычно переходят в гостиную. Обед подразумевает под собой официальную форму одежды, то есть смокинг для мужчин и вечернее платье для женщин. Ужин начинается в 21:00 и позже. От обеда он отличается только временем своего начала. Одновременно с утверждением программы приема и расписанием проведения протокольных мероприятий утверждается и список приглашаемых гостей. Их количество и состав не только дань дипломатическому протоколу, но и особое свидетельство характера взаимоотношений между странами. На прием обычно приглашается посол страны-гостя и ряд старших дипломатических сотрудников. В ходе завтрака или обеда стороны обмениваются речами-тостами, тексты которых заранее в переведенном варианте лежат на столах у каждого гостя приема. Основное содержание речей обычно получает освещение в прессе. Также с учетом положения гостей в список протокольных мероприятий могут быть внесены визиты в муниципалитеты, администрацию, посещение достопримечательностей, культурных мест, памятников, театров, музеев.
Могут быть запланированы встречи с представителями политических, научных и деловых кругов. Особый порядок имеет организация и проведение встреч и проводов иностранных делегаций. Количественный и персональный состав лиц, встречающих зарубежную делегацию, обычно определяется заранее с учетом уровня визита. Однако, независимо от уровня прибывающего в страну главы иностранной делегации, в рамках встреч иностранных партнеров следует придерживаться ряду общепринятых правил. Статус официально встречающего лица должен соответствовать статусу главы иностранной делегации. Если гость приезжает с супругой, глава встречающей делегации также должен встретить иностранных гостей со своей супругой. Высшим знаком внимания для приезжающих является их встреча у трапа самолета. Однако, если такой возможности нет, допускается встреча иностранных партнеров в зале прилета в аэропорту. При встрече гостей первым представляется глава встречающей делегации. Если с ним приехала супруга встречать супругу гостя, то он представляет и ее. В точно таком же порядке представляются глава с супругой иностранной делегации. Далее глава встречающей делегации представляет сопровождающих его лиц. Сначала женщин, согласно протокольному старшинству, а далее мужчин. В таком же порядке глава иностранной делегации представляет и членов своей команды. Этих правил делегации, как правило, придерживаются на всех этапах визита. Во время представления мужчины обычно обмениваются рукопожатиями. Женщины следуют этому правилу по обоюдному согласию. В соответствии с нормами этикета хозяева вручают цветы дамам. Однако это правило также имеет национальные особенности в каждой отдельно взятой стране. Программа визита подразумевает под собой наличие транспорта для помощи иностранным делегациям в передвижении во время всего визита. Вид транспорта и степень его комфортабельности определяется количественным составом иностранной делегации, а также уровнем визита и уровнем иностранных гостей. Согласно международной протокольной практике, даже места в автомобилях делятся на почетные и менее почетные. Самым почетным местом является место сзади, справа по ходу движения. Порядок проводов иностранной делегации должен соответствовать уровню ее встречи. Снижение уровня проводов по отношению к уровню встречи иностранных гостей может свидетельствовать о неудовлетворении хозяев визитом или о появлении каких-либо недопониманий в ходе совершенного приема. Внесение некоторых непринципиальных изменений в процесс провода иностранных гостей может быть осуществлено только с учетом согласования. Это может быть вызвано поздним или более ранним временем отбытия иностранной делегации или же усталостью иностранных гостей. В случае, если делегация гостей отъезжает на автомобилях, в правилах хорошего тона будет, если кто-то из членов принимающей страны проводит иностранных коллег на своем личном автомобиле до аэропорта или границы. Однако организация официальных визитов и приемов подразумевает в себя не только встречу и проводы иностранных делегаций. Более тонким процессам посвящен отдельный раздел дипломатического протокола «Гостевой этикет». Он подразумевает под собой все детали организации встречи гостей, начиная от написания приглашения и общими нормами гостеприимства. Гостеприимство, тем более, когда речь идет о международном взаимодействии, подразумевает под собой тщательно выверенную программу приема гостей. Гостеприимство, в особенности, когда речь идет о международном взаимодействии, подразумевает собой соблюдение всех международных норм дипломатического этикета. Организация приема зарубежных гостей является серьезным экзаменом на профессионализм, так как включают в себя все детали и нормы международной протокольной службы. Организация визита иностранной делегации часто начинается с выверенного написания приглашения, так как оно является поводом для одобрения иностранным гостям визы. При обеспечении визита высшего и высокого уровня эти вопросы решаются по дипломатическим каналам. В своем обыкновении иностранные делегации прибывают в ту или иную страну по однократной визе, которая дает право иностранным гостям один раз въехать в страну назначения и один раз выехать из нее. После решения организационных вопросов принимающая страна приступает к детальной проработке программы визита. В подготовке программы пребывания иностранной делегации на государственном уровне участие принимают обе стороны. Менее представительные визиты
не предполагают настолько выверенной проработки деталей, однако, несмотря на это, все равно учитываются желания и интересы зарубежных гостей. К приезду зарубежных делегаций и проведению международных мероприятий обычно готовятся две делегации: общая, которая впоследствии выдается участникам визита, и рабочая, которой руководствуются члены принимающей страны. В нее обычно входит расписание трансфера, порядок бронирования номеров в гостинице и прочие детали организации визита. Большую роль в гостевом этикете занимает комфортность гостей. Комфортные условия размещения и пребывания иностранных делегаций в той или иной стране в первую очередь зависят от организационно-финансовых возможностей. Можно сформулировать ряд неких общих правил, которыми следует руководствоваться при организации визитов иностранных делегаций. До приезда иностранных коллег следует убедиться в полной готовности жилых помещений в будущих местах проживания. С учетом цели визита уместно будет подготовить личный кабинет для работы главы делегации и отдельное помещение для общей работы его помощников. Заказывать места в гостинице необходимо, исходя из заранее подготовленной информации о ее членах. Таким образом, необходимо заранее узнать, сколько в делегации будет женщин, мужчин и будут ли среди них замужние пары. Не лишним будет в комнатах для дам поставить свежие цветы. Долгом хозяев будет помочь зарубежным гостям с оформлением документов при заселении в гостинице. Провожать гостей до их номеров не обязательно, так как это может быть воспринято как навязчивое напрашивание на чашку чая, которое будет совсем неуместно после долгого перелета зарубежных коллег. Однако технический сотрудник делегации хозяев может отнести вещи гостей до номера и убедиться вместе с ними, что в номере все в порядке. Прощаясь, глава принимающей делегации договаривается с главой делегации гостей о визите вежливости, если он заранее не предусмотрен программой. Центральное место в программе визитов занимает деловая часть, в рамках которой осуществляется подписание международных документов, соглашений и договоров. Деловая часть программы может также включать визиты вежливости, участие гостей вместе с хозяевами в международных конференциях, присутствие международных СМИ и так далее. Однако существует несколько правил, которые также должны помнить гости. О чем же должны помнить гости, принимая приглашение на официальный визит? После того, как приглашение на официальный визит принято, его посещение становится обязательным. Недопустимо отправлять вместо себя другого человека. Лишь в случае непредвиденных обстоятельств от принятого приглашения можно отказаться, заранее предупредив об этом организаторов визита. На завтрак, обед, ужин, а также другие представительские мероприятия требуется приходить в строго указанное в приглашении время. Однако, если по каким-либо форс-мажорным обстоятельствам гость задерживается, опаздывает и не имеет возможности прийти вовремя, дипломатический этикет подразумевает следующие шаги. В таких случаях этикет предписывает гостю подойти к хозяевам, тихо извиниться, не вдаваться в подробности своего опоздания и занять предназначенное место, если речь идет о приеме с рассадкой. На приемы без рассадки, в приглашении на которые указывается четкое время начала и окончания, можно прийти и уйти в любой час указанного времени. Однако приход на прием в начале и уход с него чуть ранее указанного времени считается выражением дружественных отношений с хозяев. Несмотря на это, если вы придете на прием позже назначенного времени и уйдете гораздо раньше указанного в приглашении времени, вы можете указать на натянутые отношения с организаторами. Нарушением служебного этикета считается прибытие на прием сотрудников фирм и организаций позже своего руководителя. В случае приема с рассадкой не следует приступать к еде, если угощение не предложено всем гостям. Когда подаются последующие блюда, ждать обслуживания всех совсем не обязательно. Мужчины приступают к еде только после рядом сидящих дам. В гостях не должна смущать сложность сервировки стола. Не вдаваясь в подробности, следует помнить, что столовыми приборами необходимо пользоваться, исходя из их расположения, начиная с края и постепенно приближаясь к самой тарелке. При возникновении трудностей не лишним будет посмотреть, как поступает хозяйка или рядом сидящие гости. Умение быть хорошим гостем означает умение быть хорошим собеседником. За столом не принято говорить о людях, с которыми те или иные члены стола не знакомы. Приемы и официальные визиты обычно не время для острых дискуссий, поэтому в лучшем случае избегать острых тем, таких как политика, религия, семейные отношения и тому подобными.
Если планируется произнесение тоста экспромта, не лишним будут домашние заготовки. Как говорят французы, лучший экспромт – подготовленный экспромт. В рамках приемов с рассадкой не тактично выходить из-за стола до окончания приема. Также не очень вежливо будет покидать официальный прием до окончания мероприятия всем вместе. Лучше гостям делать это постепенно. Ко времени окончания приема, указанному в приглашении, с хозяевами должны попрощаться последние гости. В некоторых странах на следующий день после приема принято в письменном виде или по телефону благодарить хозяев за угощение и хороший прием. Как уже упоминалось, переговоры являются важной частью любого официального визита. Однако очень важно не только грамотно организовать их, но и провести. В подготовке переговоров можно выделить несколько общих правил. Выбрать место и время переговоров, согласовать участников, то есть членов делегации, грамотно оборудовать помещение и завершить процесс подготовки обсуждением организационных вопросов. Место и время проведения переговоров определяются по взаимной договоренности сторон, однако в знак вежливости гости могут предоставить право окончательного решения принимающей стране. Инициаторы встречи могут первыми высказать свои соображения по данному вопросу, однако последнее слово оставить за приглашенной страной. У специалистов нет единого мнения о том, где же лучше проводить переговоры – у себя дома или на стороне гостей. В дипломатической и политической практике достаточно распространено проведение переговоров на нейтральной стороне, особенно если дело касается обсуждения конфликтных и спорных моментов. Иногда в пользу выбора того или иного места проведения переговоров берутся совершенно неожиданные соображения. Так, проведение известной советско-американской встречи на высшем уровне в Рейкьявике между президентами Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, помимо всего прочего, было продиктовано равной удаленностью столицы Исландии как от Москвы, так и Вашингтона. Таким образом, оба лидера сделали равные шаги на пути решения к обсуждаемой проблеме. В обычной практике третья страна или нейтральное место для проведения переговоров обычно выбираются в связи с техническими соображениями. Согласно международной практике, на переговорах принято придерживаться принципа паритета, то есть равенства количественного состава и уровня представительства делегаций. Говорить о конкретном четком количестве делегаций в рамках переговоров очень сложно, однако необходимо помнить, что делегациям, состоящих из большого количества людей, будет гораздо сложнее договориться, к тому же переговоры также будут вестись гораздо дольше. Практика показывает целесообразность предварительной встречи членов двух делегаций для обсуждения так называемого плана действий и конкретной проработки планируемых обсуждаемых вопросов. Если участники переговоров не были ранее представлены друг другу, началу переговоров предшествует знакомство членов двух сторон. Первым представляется глава делегации хозяев и, согласно старшинству, представляет членов своей делегации. Далее в таком же порядке проходят представления делегаций гостей. Атмосфера переговоров в большинстве своем зависит от стратегии, выбранной их участниками. Несмотря на то, что любые переговоры в какой-то степени это торг, руководствоваться принципом «кто кого» лучше не следует. В дальнейшем одна из сторон может либо совсем прекратить сотрудничество, либо выбрать более гибкого в рамках переговоров кандидата. Современная международная практика больше ориентирована на партнерские отношения, диалог, общий поиск решения насущных вопросов и умение выслушать собеседника. Такой подход к переговорам предполагает более партнерские и близкие отношения между странами и исключает использование ложной информации и различных уловок. Помимо чисто деловых качеств, в рамках переговоров большую роль играют и личностные качества собеседников. Этому способствует хорошее знание партнера. Сегодня современные фирмы на Западе в блок маркетинговых исследований включают сбор информации о предстоящем собеседнике. Специально обученные люди собирают максимальную информацию о предстоящем партнере: характер, хобби, внерабочие увлечения, политические взгляды и так далее. Полученные сведения в ходе переговоров помогают избежать недопониманий как личностного, так и делового характера. Кроме того, проявление интереса к тому, что интересует вашего собеседника, лучший способ завоевать его симпатию. В начале переговоров для создания благоприятного психологического эффекта психологи рекомендуют обменяться любезностями и комплиментами. Психологи называют это приемом снятия напряжения. Здесь как раз и пригодятся собранные сведения о партнере.
При выборе дальнейшей тактики переговоров психологи рекомендуют не забывать о еще одном приеме – приеме накопления согласия. Его суть заключается в постепенном повышении уровня обсуждаемых проблем. Первыми в таком случае принято обсуждать легкие вопросы, у которых у обеих сторон нет принципиальных разногласий. Постепенно обсуждаются проблемы более серьезного характера. Продуктивным в рамках переговоров будет разделение общей конфликтной ситуации на несколько мелких блоков и изначальное принятие решений по ним. Таким образом, решив мелкие проблемы, вы придете к общему компромиссу. В переговорах по особо конфликтным вопросам принято использовать посредника. Посредником выступает третья сторона, не участвующая в конфликте, но заинтересованная в его решении. Эта позиция должна быть понята и принята обоими участниками конфликта. Иногда говорят о прямом и косвенном посредничестве. В первом случае посредник участвует в обсуждении вопросов, сидя за столом. Во втором выступает коммуникационным каналом, но в таком случае переговоры имеют достаточно затяжной характер. Переговоры ведут руководители делегаций. Другие члены делегаций могут принять участие в разговоре только по приглашению своего лидера. При желании высказать свою точку зрения, они просят у него разрешения условным знаком. Необходимо помнить, что такие знаки должны быть понятны всем участникам переговоров, иначе вторая сторона может воспринять это за нечистую игру. Обычно переговоры завершаются подписанием соглашений или иного вида документов. Наиболее распространенным считается договор двух или более сторон. Существуют также пакты, декларации, соглашения и конвенции. Если в переговорах участвовали только две стороны, то документ издается на двух языках. Если принимали участие две и более страны, то документ переводится на все национальные языки. Иногда подписанию документа предшествует парафирование, от французского парафе – сокращенная подпись. Оно означает предварительное подписание каждой страницы документа инициалами уполномоченных, подтверждающих согласовывание данного текста. По итогам состоявшихся переговоров и бесед принято оформлять их подробную запись. С точки зрения этикета, к проведенным переговорам смысла это правило уже не имеет. Однако восстановить картину прошедшей дискуссии может быть полезно при подготовке с другими партнерами или же с теми самыми, но по другим вопросам. Кроме того, переговоры не всегда проводятся в один присест. Стороны могут прерываться на консультации, перерывы, в рамках которых их позиции могут меняться. Дальнейшая работа требует учета всех ранее высказанных предложений. Здесь-то вам и пригодятся сделанные записи. Похожие правила записи касаются и телефонных разговоров. В организациях, поддерживающих постоянные контакты с иностранцами, заводят специальные книги, где указываются время телефонного разговора, его инициатор и краткие итоги. Следует помнить, что любой личный разговор по телефону приравнивается к личной беседе. Помимо вышесказанного, привычка подводить итоги любого рабочего дня дает хорошую возможность для будущего анализа своей профессиональной деятельности. Протокольные особенности, связанные с организацией мероприятий и приемов, зависят от уровня планируемого визита и статуса приглашаемых гостей. Действующие в стране нормы протокольной практики обычно доводятся до сведения дипломатического корпуса. О возникающих периодических изменениях также информируются представители дипломатического корпуса. Принятые в России виды визитов – официальный, деловой, неофициальный, визит проездом или транзитом – в целом соответствуют нормам мировой практики. О характере предстоящего визита, его участниках и уровне стороны обычно договариваются заранее через дипломатические каналы, то есть посольства. После договоренности об официальном визите в один и тот же день в обеих странах публикуются информационные сообщения. В классификации международных визитов могут существовать некоторые различия, определяемыми особенностями страны. Каждая из них может руководствоваться своими правилами, не вступая при этом в противоречие с нормами международной практики. Официальному визиту, то есть высшему уровню визитов, присуща наибольшая политическая значимость и торжественность. Он сопровождается соблюдением церемониальных почестей при встречах и проводах иностранных гостей. Целью официальных визитов является проведение переговоров, по итогу которых нередко происходит подписание того или иного документа. В программу мероприятий закладываются, как правило, церемониальные мероприятия, связанные с возложением венков и посещением памятных мест страны.
Такой тип визитов обычно включает в себя большое количество представительских мероприятий, завтраков, обедов, посещений театров, культурных мест, а также возможны встречи с представителями общественных и деловых кругов страны. Особое место среди официальных визитов отдается визитам с участием главы государства. Подобающие таким визитам почести начинают оказываться на границе или в другом первом пункте прибытия в страну. На месте встречи поднимаются государственные флаги. Нередко это делается на первом послеграничном пункте. Церемониал встречи в столице носит особо торжественный характер. На аэродроме поднимаются государственные флаги, выстраивается почетный караул из состава вооруженных сил в парадной форме, а также оркестр. На встречу, как правило, прибывают руководитель страны, другие официальные лица, посол страны-гостя и некоторые представители посольства. Послом может быть также приглашена часть граждан, проживающих в столице. Во встречах обычно участвуют также местные и иностранные корреспонденты. В соответствии с российским дипломатическим протоколом участие представителей дипкорпуса во встречах не обязательно, однако в некоторых странах представители дипломатического корпуса участвуют во всех протокольных мероприятиях. У трапа высокого гостя встречает лидер государства с супругой, если гость также прибывает с супругой, посол страны гостя и начальник протокольной службы. Во многих странах при встрече супруги гостя принято дарить букет цветов. Однако в Индии, например, гирлянды из цветов преподносят как и главному гостю, так и его супруге. С аэропорта высокий гость в специальной машине отправляется в отведенную ему резиденцию. На улицах города по пути следования высокого гостя в соответствии с протокольными правилами той или иной страны поднимаются государственные флаги. В соответствии с российским протоколом завершение официальной церемонии встречи происходит в Кремле. В соответствии с протоколом США высокого гостя глава страны в аэропорту не встречает. По обычаю торжественная церемония встречи двух глав государств происходит либо в тот же, либо на следующий день на лужайке у Белого дома. В Японии основные почести высокому гостю из-за рубежа обычно отдаются в императорском дворце. Деловой визит обычно совершается главой государства, правительства, министром и имеет под собой цель участия в международных конференциях, подписания соглашений и участия в государственных праздниках. В ходе таких непродолжительных визитов гораздо меньше внимания уделяется церемониалу. Не осуществляются поездки по стране, походы в театры, возложения венков. Обычно проводится одно или два протокольных мероприятия. Под неофициальным визитом понимаются приезды зарубежных государственных деятелей по частным делам в качестве гостя посла своей страны или в качестве туриста. При осуществлении такого вида визитов церемониальные и протокольные мероприятия не осуществляются. Своеобразной разновидностью неофициальных визитов считаются визиты проездом или транзитом. Они представляют собой совсем краткое пребывание в стране главы государства или иностранной делегации. Местом пребывания в рамках таких визитов далеко не всегда является столица. В пунктах пребывания членов такой делегации или лиц им оказываются определенные знаки внимания, однако церемониальная сторона сведена к минимуму. Иногда по взаимным интересам в рамках такого вида визитов могут быть организованы краткие встречи в аэропорту. Таким образом, мы разобрали с вами, что же такое дипломатический протокол, почему необходимо следовать нормам дипломатического этикета, как грамотно организовать встречу иностранной делегации и как вести себя на деловых переговорах. Надеюсь, что данная информация будет полезна для вас. Спасибо за внимание.